нашего пути о чистоте ума. Why the purity of the mind is required for us to live a life of calmness and peace and the joy. And second is that only the purity of the mind will help you awaken to the real self. Для чего вообще нам нужна чистота ума? Во-первых, для того, чтобы жить в мире спокоя и радости, а во вторую очередь для того, чтобы у нас была возможность пробудиться к истинному Я. So you see that many masters have explained the purity of the mind in variety of ways. So I picked up one aspect of it so that I can use that principle to help you. Otherwise, all masters talk of the same thing. Учителя объясняют чистоту ума различными способами, с помощью различных выражений. Гуруджи здесь взял один принцип для того, чтобы донести его нам. А вообще и объяснений, вариантов объяснений великое множество. So once you are clear that the purity of the mind is essential in order to progress on the path of self-discovery. Нам нужно ясно понять, что чистота ума, она очень важна на пути самопознания. If you think that you have a hatred against someone in your mind, and at the same time you think that you will awaken to your real self, not at all possible. Если вы думаете, что вы можете кого-то в уме ненавидеть, и в то же самое время вы сможете пробудиться к истинному Я, это вообще никак невозможно. You think that, I have lot of fears and anxiety and the reaction against the people and the world and the society, and I can awaken to myself. Not at all possible. You are wasting your time at listening to me. Если же у вас в уме множество страхов, беспокойств по поводу чего бы то ни было во внешнем мире, и вы думаете, что вы сможете пробудиться к истинному Я, то это тоже абсолютно и совершенно невозможно, и вы теряете свое время. How many of you are wasting your time? Кто здесь согласен с тем, что теряет свое время, слушая Гуру? So the first principle of purity of the mind, the word is used as the yajna. Yajna means sacrifice. Так, первый принцип отношения очищения ума – это яджна, которое это слово означает жертвоприношение. Normally we say, our parents say, I have sacrificed my life for you and you are creating a problem to me. We are not talking of that sacrifice. Обычно родители говорят детям, я пожертвовала собой или пожертвовал собой ради тебя, а ты вот плохо себя ведешь, создаешь кучу проблем. Мы не об этой жертве говорим здесь. What we are sacrificing? Тогда что же мы приносим в жертву? Sometimes we hear the word sacrifice and we know I'm sacrificing for my father, I'm sacrificing for you, my honey. I'm not talking of that sacrifice. That will build your ego. Когда мы слышим это слово «жертва» или «приносить жертву», то мы обычно думаем о том, как отец приносит себя в жертву ради детей или ради
или муж ради жены. Мы не об этом жертвоприношении здесь говорим. Такая жертва лишь усилит наше эго. We are sacrificing our selfishness. Мы приносим в жертву лишь наш эгоизм. Someone says, I love you and you hate me, and still I love you. So I am sacrificing this idea, this thought. Кто-то скажет, я тебя люблю, ответ услышит, я тебя ненавижу, а он все равно скажет, я все равно тебя люблю. Так вот, мы приносим в жертву именно эту идею, эту мысль. I am sacrificing thoughts, feeling, emotions of blame, complaint, reaction, anger, anxiety, duality, conflict. Мы приносим в жертву мысли, чувства, эмоции, которые связаны с нашими реакциями, с гневом, с обвинениями, с жалобами, с конфликтами. Did you understand? Все ли поняли? Say yes. Соглашайтесь. So when you said yes, then start thinking how many people you have reaction, blame, how many people you have stopped talking, with how many relations you have an idea of a reaction, anger, and anxiety. Are you ready to sacrifice? Вот если те, кто согласились, те, кто кивнули, теперь задумайтесь над тем, сколько есть у вас людей, которых вы обвиняете, с которыми вы больше не разговариваете, на которых вы гневаетесь, реагируете, и подумайте, готовы ли вы все эти мысли принести в жертву. Say yes. Соглашайтесь. Let me see this week. Can you really do it? А Гуруджи понаблюдает, действительно ли мы можем это сделать на этой неделе. Normally, my master used to say there are three kinds of horses. Учитель Гуруджи говорил, что есть три вида лошадей. So likewise, there are three kinds of seekers. И подобным же образом существует три вида искателей. So the master looks at the first type of the horse, and the horse is ever ready. Please come and sit over me. I'm ready to fly you. И учитель говорит о первом виде лошадей. Это лошадь, которая всегда готова, к ней можно в любой момент подойти, она готова поехать куда угодно. They are the highest level of a seeker because they have understood and they want to translate that principle into practice. И это же относится и к искателям, искатель первого типа, который всегда готов. Почему? Потому что он понял принципы и он готов их применять на практике. And then we have a second type of seekers, means second type of a horse. The master approaches. He said, who cares you? And the master took the leash and hits, and then the horse is ready. И затем учитель говорит о втором виде лошадей. Это лошадь, которую нужно немножко отстегать для того, чтобы она стала готова. И подобным же образом искателя нужно немножко стимульнуть. Check which type of a seeker you are out of the two. Пусть каждый для себя поймет, к какому типу искателя он относится. And then comes the third type of a seeker. The master comes out and he continues to hit the leash
on his back, he does not want to move. He moves his head, but he does not want to move. И затем существует третий тип искателя, подобно третьему типу лошадей, которому нужно удила постоянно затягивать, но сколько не затягивая, они все равно не готовы ехать, они не готовы скакать, они головой только махают и больше ничего не делают. But just find out how many of you are third type of a seeker. И пусть каждый для себя поймет, относится ли он к третьему типу искателя. Third type of the seeker are always ready to say yes, 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 but they don't want to move, they don't want to change. Третий тип искателя всегда готов говорить да, да, совсем соглашается, но никуда двигаться и меняться он не собирается. Come back to the main topic of Yajna. Yajna means sacrifice. Sacrifice here means I sacrifice my selfishness. I don't sacrifice for the sake of you. Возвращаемся к основной теме. Мы говорили о яджне. Яджна означает принести в жертву что? Свой эгоизм. Мы здесь не приносим в жертву что-то ради кого-то. Did you understand? Please say yes. Все ли поняли? Пожалуйста, скажите да. Oh, what it takes by saying yes. Ведь вам же ничего не стоит сказать да, правда? So in order to sacrifice means my selfishness, I have to recognize my false notion of being a self-made man. I discussed it earlier. I'm not discussing again. Для того, чтобы принести в жертву свой эгоизм, я должен заметить неверное представление о самом себе, как о человеке, который сам всего достиг. И эту тему Гуруджи уже обсуждал на прошлых занятиях, возвращаться к ней не будет. Second definition I gave of the yajna is to drop, dissolve and destroy the false assumption, wrong ideas and the notions about myself. Второе определение яджны, которое давал Гуруджи, это отбросить, растворить и уничтожить неверные представления, идеи и мысли о себе. Third definition of the yajna I gave to develop an attitude in the mind which is absence of duality, conflict, blame and complaint. Mind is relatively free. Третье определение яджны, которое Гуруджи давал, это такое воспитать такое отношение в уме, которое свободно от двойственности, конфликтов, от обвинения, от жалоб. Такой ум относительно свободен. So I have a reaction against you, and if I do not think why I have a reaction against you, what are the three benefits of it? And when I realize that there is no benefit, the mind calms down. I have done yajna. First step. Если мой ум пытается как-то отреагировать на кого-то, и если при этом я задаю вопрос, каковы три пользы от этой реакции, если я на этот вопрос отвечаю, что пользы никакой нет, и ум при этом успокаивается, прекращает реагирование, то это уже означает, что я выполнил яджну. And the second type of the yajna, whenever I meet that person, now my mind, I've already sacrificed my
blame and complain. So my mind is clear. I move with the love, care, and affection. That is the second step of the yajna. And that is what the Buddha says, non-violence. Теперь второй тип яджны, когда я с таким отношением встречаю этого человека, то тогда я готов выражать свою любовь по отношению к нему, поскольку я уже все жалобы и обвинения принес в жертву. И это то, что Будда называет ненасилием. Again, it comes back to the same three type of horses, three type of seekers. Which type of a seeker you are? И снова мы возвращаемся к трем типам искателей. Нам каждый пусть для себя определит, к какому типу он относится. Everything is happening inside your mind. You are thinking, you are contemplating, you are reflecting, and you are changing your attitude. Все происходит внутри нашего ума, мы размышляем, обдумываем и меняем свое отношение. Now, I have more time to think against you than to think about these principles. Why don't you understand? Кто-то может сказать, мне нужно время для того, чтобы обдумать свое отношение к кому бы то ни было. У меня нет времени размышлять над этими принципами. So when I have more and more time to think against you, about you, my mind is already disturbed, Other guy is sleeping, resting. Если мне нужно время для того, чтобы думать о каком-то другом человеке, замышлять что-то против него, то это уже означает, что мой ум находится в беспокойстве. Другой человек вообще в это время может спать и даже не знать, что вы о нем думаете. Did you understand? Все ли поняли? Say yes. Keep on saying yes, what difference it makes, Продолжайте соглашаться, вам же не сложно. So keep on saying yes, and if you are disturbed, then tell yourself that I have not changed. Продолжайте соглашаться. Если вас что-то беспокоит, то тогда просто скажите себе, что я не поменялся или не поменялась. So anyhow, now I will take up the incomplete email message sent to me. Last time I have left a couple of points, but I received one more email today, so we will talk about it. Гуруджи хочет вернуться к тому имейлу, который был не закончен на прошлом занятии, и также он сегодня получил еще один имейл от другого человека и хочет тоже на нем остановиться. Even though question is not directly related to Yajna, but I appreciate that you thought about it. Даже несмотря на то, что этот имейл не имеет прямого отношения к теме Яджна, но все равно Гуруджи благодарен этому человеку, что он подумал и отправил такое сообщение. Others are also thinking, they are thinking about blame and complaint. Third type of this horse. Другие тоже о чем-то думают, в основном об обвинении и о жалобах. Они относятся к третьему типу лошадей искателей. The question is, how did our true self, being in an endless stream of self-awareness, have a thought about creating the material world? Вопрос был такой, каким образом наше истинное «Я», находясь в бесконечном потоке самосознания, каким образом у него появилась мысль о том, чтобы создать нечто материальное.
Did you understand the question? Все ли поняли вопрос? The question is, how come the space is infinite, limited? Why the space has created so many houses, so many mansions, so many places, so many locations? Вопрос такой, каким же образом это пространство, которое является бесконечным, неограниченным, создало такое множество домов, построек. Did the space create? Но создало ли что-то пространство? Does the space have any effect or impact, whether you build a house or a skyscraper or you don't build it? The space is always the same, not impacted, not affected. Same way the consciousness, our true self, is not at all affected, impacted by anything. Разве на пространство влияет то, что кто-то построил небоскреб или особняк или какой-то дом? Пространство никак не влияет, эта постройка никак не влияет на пространство, оно остается таким же, каким и было. И точно так же и наше истинное Я, оно не затронуто ничем, что с нами происходит. Are you understanding? Все ли это понимают? Or are you sleeping? Или же кто-то спит? Sleeping does not mean that your eyes are closed. You allow the mind to sleep. Oh, who cares about this question? I'm not interested. Можно спать и с открытыми глазами, можно делать вид, что слушаешь, но при этом говорить, да, какая мне разница, мне не особо интересно. You are looking at your honey out of love and affection. You don't need a thought. And ask yourself when you need a thought. Когда вы смотрите на свою любимую или любимого с любовью, то вам не нужно для этого никакой мысли. А задайте себе вопрос, когда вам нужна мысль. I see you all are real self, and here is also a real self. Do I need to think? Я знаю, что все здесь находящиеся — это истинное Я. Я также знаю, что Я — это истинное Я. Необходимо ли мне здесь размышлять о чем-то? Необходимы ли здесь мысли? I need a thought only when I see you are different from me, separate from me. So thought comes out of the ignorance. Мне нужна мысль только тогда, когда я воспринимаю другого отдельным от себя самого, когда я вижу, что есть разница между мной и другим. То есть мысль нужна там, где есть неведение, или возникает там, где есть неведение. That is one way to answer this question. And I will limit my answer. We will continue to answer this question as we progress. Вот это один из вариантов ответа на этот вопрос. И здесь Гуруджи себя ограничит дальше, по мере того, как мы будем дальше обучаться, Гуруджи даст и другие варианты ответа. Second question that he asked, what is the reason for our birth in the material world, and for what purpose do spiritual beings incarnate in this demonic world?
Второй вопрос, который этот человек задает, это какая причина нашего рождения в этом мире и почему духовные существа рождаются в этом демоническом мире. Really, it's a demonic world, so why you are living? Действительно ли этот мир демонический? Если так, то тогда зачем вы здесь живете? No, I don't mean that you're going to commit suicide, but why you are living in the same demonic world? You also are demon. I am also demon. Нет, Гурджи не призывает никого здесь покончить жизнь самоубийством, он просто рассуждает о том, зачем, почему мы живем в демоническом мире, ведь тогда каждый из нас демон, и Гурджи тоже получается демон. To see the world as a demonic world is the impurity of the mind that is going to cause you commit sins every day with everyone. You have to change that impurity of the mind to the purity. Если мы воспринимаем мир демоническим, то это происходит из-за загрязнений нашего ума. И с таким отношением мы будем постоянно совершать грехи, неблагие поступки. Нам нужно изменить такое отношение ума. Now answer why, say for example, great souls reincarnate in the same demonic world and why I take birth in the same demonic world. Теперь задайте вопрос, почему великие души рождаются в этом демоническом мире и почему я тоже родился в этом демоническом мире. So I have taken the birth in this demonic world to realize this world is not demonic. It is the most beautiful world where I can evolve and reach to the highest state of awakening. Я родился в этом демоническом мире только для того, чтобы понять, что этот мир совсем не демонический, что он прекрасен, и я должен развиваться, чтобы это понять. Did you understand? Поняли? Тот, кто задавал вопрос, понял. But why the noble souls like Buddha and great other masters incarnate in the same demonic world? Но почему же такие благородные души, как Будда и другие, тоже рождаются в этом том же самом демоническом мире? Simple answer. Only one answer I'm giving you, and then we will go for other answers later. Простой ответ, Гурджи только один нам даст ответ, а другие варианты ответов мы позже к ним придем. When we use the word incarnation, these people who incarnated, they are born with the complete knowledge to just have a play and fun in the world, and we took birth out of ignorance, so we recognize that there is a suffering, so that those incarnated people can help us to awaken to our true nature. Когда мы используем слово «воплотился», мы подразумеваем, что есть разные причины воплощения. Те души, великие души, которые воплотились в этом мире, они воплотились с полным знанием по собственному желанию. А мы воплотились из-за нашего неведения, из-за нашей неблагой кармы, для того, чтобы развиваться и заметить из-за нашей неблагой кармы, и мы видим, воспринимаем этот мир как страдающий мир. И те, кто родились с полным знанием,
помогают нам осознать и получить знания и достичь понимания, что есть истинное я. So incarnated knows, full of knowledge and wisdom, outside the same body, same mind, same thought. But we people lived in ignorance since our birth. So now the two people, one inside is full of knowledge, one is full of ignorance. So those people who are full of ignorance are guided back to the highest journey. Otherwise, there is no possibility. И так получается, оболочка одна и у тех, и у других, но внутри у одних полное знание, а у вторых полное неведение. И те, которые с полным знанием, занимаются тем, что приводят тех с неведением к знанию. Did you understand that? Все поняли? Because of those incarnated people, we have these principles, we have this knowledge, we have practices, we have methods. Именно из-за этих великих воплощенных у нас есть практики, методы, знания. Now coming back to the Yajna, there are some incomplete reflections sent to me from the previous session. We will take up that. Теперь, возвращаясь к Яджне, есть определенные размышления, незаконченные с прошлого занятия, которые прислал кто-то Гуруджи, и мы продолжим с ними разбираться. So the last session and today's lesson. So if you pick up all the questions and the reflections made by you, I'm just explaining for you to change. Прошлое занятие и это занятие Гуруджи нам объясняет те наши размышления, которые он получил от нас, для того, чтобы мы менялись. The mind feels like skipping the morning or evening mandatory practice for whatever reason. Уму хочется пропустить утреннее или вечернее обязательное занятие, практику по какой-либо причине. How many times you skip these practices when you wake up in the morning? Сколько раз вы пропускали практику, просыпаясь утром? And if you are skipping it, and in a session you are saying that, I'm so much committed, you are telling a lie. И если вы пропускаете, а на занятиях вы говорите, нет, я очень самоотверженно занимаюсь, то вы лжете в таком случае. Yesterday I woke up around 2:30 and then mind said, okay, sleep again. Why should I say? No sleep again. Let me sit again in meditation. That is the perfect time. Вчера Гуруджи проснулся около 2:30 ночи, и ум сказал, давай-ка поспим еще, а Гуруджи ему сказал, нет, что спать, будем заниматься, сейчас как раз время. So then he writes, I inquire about my priorities. This is contemplation. Is that what the mind plans to do instead of meditation more important? Дальше этот человек пишет, я задаю себе вопрос о собственных приоритетах. То, что ум планирует делать вместо медитации, вместо занятия, является ли это более важным для меня? To become a seeker is not a joke. Быть искателем – это вам не шутка.
Let me recall, he writes, let me recall that the ultimate goal of every being is permanent happiness, and a regular practice is the way. The need for other activities is just the consequences of the past karma, and they divert me from my goal. What a beautiful reflection. Дальше он пишет, что мне нужно вспомнить, что главная цель каждого живого существа, включая и меня, это постоянное счастье, а регулярная практика – это путь к этому постоянному счастью. Необходимость заниматься чем-то другим – это всего лишь следствие прошлой кармы. И это отвлекает меня от моей цели. Do you think in this way about the journey of a self-discovery? You are definitely a seeker. You will definitely succeed. Otherwise, you will have a guilt. Если вы таким образом размышляете, то тогда вы действительно являетесь искателем, и вы обязательно преуспеете. А в противном случае вас замучает чувство вины. Did you understand? Say yes. I understand everything. Все поняли? Соглашайтесь. So the next reflection, he says the mind feels smart saying, I know it all, and heard it billions of times when listening to the teacher. Следующее, что этот человек пишет, ум говорит, ум строит из себя умника и говорит, я знаю, все это слышал, это миллион раз, когда ум слушает лекцию учителя. Indeed, I agree, he writes, but I still miss something. Otherwise, I would have been the enlightened. So let me listen again and find where my understanding is lacking or incomplete. Затем он пишет, да, я с этим согласен, но, вероятно, я все еще что-то упускаю, в противном случае я бы был уже пробужден. Поэтому мне стоит снова послушать и найти, где же мое понимание неполное, где его недостаточно. Did you understand the mindset of a seeker? Понимаете ли вы содержание ума искателя? First type of a horse. Первый тип лошади. No, while listening, I am a first type of the horse, but for doing, I move back to the third type of a horse. Во время лекции я, конечно же, лошадь первого типа. Но когда идет дело к практике, к тому, чтобы применять на практике, то тогда я превращаюсь в третью лошадь. I have pleaded, requested. You are not physically present. I should have touched your feet. Please say sorry and move ahead. You have yet to do that. Гуруджи кого-то очень сильно просил попросить прощения у другого, но это до сих пор не произошло. Если бы Гуруджи присутствовал физически рядом с этим человеком, он бы с радостью коснулся его или ее стоп. Но это так и не произошло. Человек не попросил прощения. And still you have not done it. Да, и все еще этот человек это не сделал. Another point of beautiful reflection he has made toward the end of an hour-long meditation, the mind suddenly notices the posture is not comfortable and there is a pain here and there.
следующий пункт, который этот человек пишет, к концу часовой медитации ум внезапно замечает, что поза некомфортна, где-то что-то болит, там или здесь. It's a very deep reflection, so please pay attention. I'm just reading what he sent to me. Это глубокое размышление, поэтому будьте внимательны. Гуруджи просто читает то, что человек прислал ему. So this session and the previous session, you have to listen to it again and again and see and check that does your intellect think in the same way. You have become a seeker. Итак, прошлое занятие и это занятие нужно внимательно нам всем слушать его и задуматься над тем, размышляет ли мой ум подобным образом. Если да, то тогда, значит, я являюсь искателем. So what he has written is the comfort in the body. I'm asking a question. Can the body be comfortable for a long time? Let me shift the focus from the discomfort to the space which is the cause of permanent comfort. И дальше этот человек продолжает размышлять, находится ли комфорт в теле, может ли тело чувствовать комфорт длительный промежуток времени. Мне нужно сместить фокус своего внимания от дискомфорта к пространству, которое является причиной постоянного комфорта. If I simply change the posture, you see, you are sacrificing the idea of a discomfort coming from the mind. So what he writes, if I simply change the posture, it will give the mind a reason to believe comfort is in the body. I will endure, rather than give the mind a chance to settle in the false assumption. And you give a chance to endure, you are a winner. You are a horse number one. Дальше он пишет, если я просто поменяю позицию, то тогда я дам своему уму причину поверить в то, что комфорт находится в теле. Вместо этого я буду не терпеть, а практиковать тапасию, практиковать выносливость. Практиковать выносливость вместо того, чтобы дать уму шанс поверить в неверное представление. И это пример того, как мы приносим в жертву дискомфорт, чувство дискомфорта. I have a group session of people from the New Jersey, and the guy where he lives in New Jersey, just opposite his house there is a fire station. So in the very beginning, when the fire brigade in the vehicle blows a horn, he was totally upset. Why they make a horn during the practice of meditation? It took him 1 year to endure that noise, and now he is not affected. В Нью-Джерси, где Гуруджи раньше жил, там, где он проводил занятия, был один человек, который жил рядом с пожарной частью, и когда выла сирена, то она постоянно его беспокоила, и он постоянно
думал, особенно когда он в практике сидел, он постоянно думал, почему вот сейчас нужно сирене выйти и меня отвлекать от практики. Ему потребовался целый год для того, чтобы с помощью практики выносливости избавиться от беспокойства ума, и сейчас этот звук его не раздражает. Another point that he writes, the mind feels tired and wants a cup of coffee. I negotiate. Coffee will only have a temporary effect. I have to find the real cause of tiredness. Let me review my thoughts and attitude of the mind during the day to find where the mind got too scattered and wasted energy provided by the existence. What a beautiful way to reflect. That is what the journey of Eastern wisdom is. Дальше этот человек пишет, ум устал и хочет чашечку кофе. Я договариваюсь с умом следующим образом. Кофе даст только непродолжительный эффект. Мне нужно найти реальную причину своей усталости, мне нужно пересмотреть, покопаться в своих мыслях и найти, какие мысли, какие отношения в уме в течение дня привели к потере энергии, где ум был слишком блуждающим, рассредоточенным и потерял энергию, которая была дана мне бытием. Thinking in this way, reflecting in this way, will help the mind to drop the emotional dependence. What it means? I have sacrificed the emotional dependence. That is what the yajna is. Размышление подобным образом поможет уму избавиться от эмоциональной зависимости, и это означает, что я выполнил яджну, принеся в жертву эту эмоциональную зависимость. Another way, I sacrificed, yajna again, I sacrificed strong likes and dislikes. Можно также сказать, что я принес в жертву то, что мне нравится или не нравится. The moment you sacrificed your strong likes and dislikes and emotional dependence, I can bet you feel a sense of peace and the calm without even having a cup of coffee. В тот момент, когда мы принесем в жертву то, что нам нравится и не нравится, и наши эмоциональные зависимости, то тогда мы в этот же момент почувствуем мир, покой, без кофе даже. When your mind do not have, or your mind have too much of time for the blame, complaint, and the reaction, even if you take 50 cups of coffee, it is not going to help you. А если ум достаточно много времени проводит в жалобах и в обвинениях, то такому уму даже 50 чашек кофе не помогут. Ruslan, Christina, are you thinking? Спрашивает Гуруджи Руслана и Кристину, думают ли они. So if others are thinking, why he is addressing Ruslan and Christina, does this teacher loves them more than anyone else? No. Если кто-то подумал, а почему это Гуруджи спрашивает только Руслана и Кристину, означает ли это, что он больше их любит? Нет. If you think so, you have an impurity of mind. А кто так подумал, у того есть загрязнение в уме.
last point is also very important. He mentioned the mind gets carried away by unrelated thought, emotion in contemplation or meditation. What to do? Последний пункт, который этот человек пишет, который тоже важен, ум вовлекается в мысль или эмоцию, в размышление или в медитации, в ту мысль или эмоцию, которая не относится к размышлению, к теме размышления или медитации. Что с этим делать? Many of you, including Arman, has shared this problem. Многие из нас, включая Армена, делились подобными проблемами. After the meditation, many of you have shared that, my mind was disturbed. I had a lot of the thoughts. I could not focus. Многие говорили, что я отвлекалась, не мог сосредоточиться, ум блуждал во время медитации. What is yajna? You sacrifice this attitude of the mind. Что здесь является яджной? Мы приносим в жертву вот такое отношение уму. And you are free. И мы освобождаемся. But what he has written is also beautiful. So when this is noticed, I urge the mind to find a point of attachment and contemplate again how this attachment is harmful and diverts me from the goal. Но то, что этот человек написал на эту тему, когда я это замечаю, я заставляю свой ум найти точку привязанности и поразмышлять над тем, как эта привязанность мне вредит и отвлекает меня от моей цели. All these 10 points, which I covered half in this session and the last previous session, will become a light, searchlight, if you start even thinking that way. You start imitating, you start having those thoughts in your mind, and you will see within a week the mind will change. That is what the sacrifice is. Эти 10 пунктов, 5 из которых выручили на прошлом занятии, озвучила еще 5 на этом занятии. Если мы будем подобным образом размышлять, то они станут нам как бы таким факелом на нашем пути, даже если мы будем имитировать подобное размышление, это тоже нам поможет. But some of your mind says, who cares all these thoughts? I have a beautiful thoughts of blame and complaint and reaction and anger and anxiety, which I'm not ready to sacrifice. Ну, кто-то скажет, зачем мне об этом думать? У меня ведь есть такие прекрасные мысли о жалобах, обвинениях, реакциях, которые я не готов принести в жертву. Some of you might be thinking, I cherish the thoughts of blame, complaint. That is why I have stopped talking to the others, because my ego blames the other guy is wrong. I'm not ready to sacrifice. How can you change? Кто-то может сказать, что я очень ценю, лелею свои мысли о жалобах и обвинениях, и поэтому я не собираюсь просить прощения у другого человека. Как же я не готов принести в жертву такие мысли? Как же такой человек может измениться? So again, I'm sticking to one major definition of
Yajna. Yajna means I sacrifice. Then I have to understand what I need to sacrifice. I sacrifice my strong likes and dislikes mind. I sacrifice my anxiety. I sacrifice the thought of enmity, reaction, blame, and complaint. И снова Гуруши возвращается к главному определению яджны. Это жертвоприношение, это то, что я приношу в жертву, а что именно я приношу в жертву, то, что мне нравится, не нравится, свое беспокойство, свою гневливость, жалобы и обвинения. But those who belong to the third type of the horse, their mind is so much absorbed into the impurity, so they cannot think even of sacrificing, because they feel it is a great treasure they are holding on to. Но те, которые относятся к третьему типу лошадей, они настолько погружены, захвачены своими загрязнениями ума, что им даже не приходит в голову то, что они могут что-то пожертвовать. Они считают эти мысли великой ценностью, драгоценностью. Why they focus on others, that makes you forget about yourself, and still you think that you will be in peace and happiness. Not at all possible. Если мы сосредотачиваемся на других, и это нас заставляет забыть о самих себе, то тогда мы не сможем достичь какого-либо прогресса на пути. And then mind rationalizes. That causes another impurity of the mind. Oh, if the guy has done this to me, then why should I talk to him or her? А затем ум начинает оправдывать себя, убеждать себя, что если, поскольку этот человек так плохо со мной поступил, то почему я должен с ним разговаривать, почему я должен к нему хорошо относиться? What is this statement? Your rationalized mind has built an ego that hided these principles of Eastern wisdom, which you have heard millions of times without any change. Но что мы таким образом делаем, когда ум так оправдывает свое поведение, обосновывает необходимость такого поведения, то он лишь взращивает эго, а эго закрывает, прячет знание о принципах. Thank you for listening. We will meet again next week. Всем спасибо за прослушивание. Встретимся на следующей неделе. Many people do big namaskar, yes. Люди, некоторые делают намасте конкретно, серьезно. So I don't want to say anything.